Представители знака зодиака Рыбы, мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Таро расклад. Что откроется, что прояснится в декабре? Давайте узнаем подсказки карт. У нас прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 11 по 20 декабря. И подсказки карт тоже вот на этот период. И у нас сегодня две колоды карт. И прорисованы одним художником-мастером. Поэтому я надеюсь, более гармоничные энергии этих двух колод вам и дадут более такие ощутимые подсказки, или вы сумеете это как-то более остро прочувствовать. Давайте начнем с колоды Ленорман. Достанем 4 карты. Что же за события ближайшего будущего для вашего знака зодиака? Ну, нам прогнозируют карты. Чем придется заниматься или с чем мы можем столкнуться? Что для вас будет наиболее важным в этот период? Итак, первое событие ближайшего будущего. Второе событие, или с чем это связано, как видят карты. Третье событие и четвертое. На колоде Таро достанем первую карту неожиданности. Я надеюсь, это будут сюрпризы какие-то, но все же, с чем мы можем столкнуться? В плане того, чего мы не ожидали. А оно возьми, да и придет на наш порог. Неожиданности. И вторая карта, в чем ваша сила? А я бы сказала так, что вам идет в руки, что вы не должны упустить попросту. Дело, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то документы. Энергия денег на эти 10 дней, финансы. Ладно, две карты торопятся. Личная жизнь. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Что же там за события на пороге? Вы знаете, карта реальной женщины. Потому что две пары, женщина и мужчина, в этой колоде Ленорман. И есть такие, которые более облачные, такие расплывчатые, непонятные, которые больше характеризуют наши идеи и никакой конкретики. А вот это принадлежит как раз к конкретике или к реальной жизни. Или есть то, что вы хотите осуществить на практике. Может быть, вы как раз не очень-то будете мечтателем, а больше практиком в эти 10 дней, потому что есть какая-то задумка. Безусловно, мои дорогие девочки, это вот ваши такие, как и сильные энергии, так и сильная позиция. Потому что, когда мы реалисты, мы все подмечаем. Мои дорогие мужчины, может быть, есть какая-то важная женщина, с которой вам предстоит провести важный разговор, какие-то согласования. Может быть, это и руководитель, может быть, и мама. Возможно, женщина, ну, кто угодно, наверное, если есть взаимодействие по какой-либо теме, может быть, и документы, или труд вы научный пишете, но самые разные позиции. И опять же, этот человек, скорее всего, знает, как делать или поступать, решать какой-то вопрос. Он сам по себе реалист, и вам приходится, может быть, тоже соглашаться с некоторыми позициями, потому что спорить с ними невозможно. Они на самом деле и есть в реальной жизни. Или что такое правда? Давайте откроем еще одну карту. И вы знаете, вам это помогает. Для вас, я могу смело сказать, когда выпадает карта ключ в этой колоде, для нас нет ничего невозможного. Какую-то магическую силу имеет эта карта. У меня эта колода уже давненько. И до того, как я начала расклады делать на YouTube, я, ну, как бы пыталась прочувствовать, как это может, в принципе, проигрываться. И не случайно, это как победа, по сути дела, понимаете? Но это не та победа, которая свалилась на голову. Или когда что-то мы прежде сделали очень правильно. Может быть, оно-то так и есть. Но острота момента вот именно в этот период будет заключаться в том, что вам буквально как бы ключи есть, дверь есть. Вам осталось только поставить ключ в замочную скважину и повернуть. И победа у вас в кармане. 33. Нумерология. Сложим будет 6. 6 по нумерологии вершина любой активности. И вот значит в эти именно 10 дней какие-то ваши правильные решения, вот какая-то правильная практика, тактика, все то, что присутствует среди нас или нас окружает. И неважно, может быть у кого-то вопросы дома, к примеру.
У кого-то вопросы личной тоже жизни. И одно дело, это мы хотим что-то осуществить, но есть, видимо, на злобу каждого дня какое-то дело, которое нужно, ну, именно реализовать в практике. Но сказать, что вы не сможете с кем-то договориться, нет, я не могу. Тут или, допустим, была какая-то тема или сложный вопрос, тоже у вас там что-то не получалось, или словно двери были закрыты, если это по части документов или каких-то открывающихся возможностей. Вот тут вы сами для себя открываете как врата в будущее. И вы чем-то останетесь довольны, мои дорогие рыбы и рыбки. Я сказала, что это магическая сила у этой карты, поэтому что-то у вас получится осуществить. Именно ваши какие-то, знаете, это как 1000 дорог сходятся в одной точке. И это значит, вы что-то делаете так филигранно, правильно в эти 10 дней, что эти двери и открываете. Причем сами. Не кто-то вам их распахивает, а именно вы сами. И это не обойдется без важных разговоров, согласований, причем на чистоту, откровенно. Карта Лилии – это, безусловно, карта контактов, но тех контактов, которые без философии, опять же, откровенно, искренне и в реальности. Видимо, вот таким реалистом для вас быть определенно стоит. И только после этого, вот посмотрите, как интересно, у вас выпадает карта ключа и все то, что я сказала. Открываете дверь в будущее. А вот по аркану письмо – это и есть будущее. Нам показан стол, на нем конверт. И вот это окно, как может показаться на первый взгляд, вовсе не окно. Это дверь как раз к каким-то новым возможностям. И если здесь еще закрытая дверь и ключ, то здесь уже эта дверь открыта. Она как будто даже не имеет той самой двери, когда вы уже практически на пороге каких-то новых свершений, событий и возможностей. Да, у кого-то это может быть сопряжено согласованиями по документам, подписанием, печати, подписи какие-то ставите, получаете уже на руки, может быть, важные бумаги. Но это может быть все что угодно. Это может быть и онлайн какой-то режим, если, как вы получаете, допустим, СМС, да, или сообщение какое-то. Вы были заняты какой-то темой прежде, может быть, по части даже документ оформляли. И, значит, какие-то вы здесь будете доделывать и еще последние пункты. И, скорее всего, вот как оповещение какое-то можете и приглашение одновременно получить. Ну, правда, сама по себе реализация как минимум одного какого-то вопроса в вашей жизни, она будет на это в эти 10 дней. И это будет означать, что последующим вот то будущее или вот те возможности, которые перед вами открываются, вам важно будет не упустить. В каком плане? Вы должны будете что-то продолжать. Давайте неожиданности и сюрпризы, правда? Что-то доброе, хорошее, прямо вот торопится в вашу жизнь. Но помните, двери открываете вы сами. А 4 жезлов, если мы говорим неожиданности, но тут скорее сюрпризы для большинства. Я, конечно, могу допустить. Меня смотрят люди из разных стран. Можете вы получить от ваших родственников, например, какие-то письма, сообщения. И самый разный ряд вопросов тут может проигрываться. Но я больше вижу для вас какой-то самореализации или решение вопроса по личной жизни. Может быть, это и будет связано с вашими близкими или с вашей любовной, мои дорогие, историей. Но 4 жезлов – это карта уверенности, карта якоря, карта возможностей. И вместе с тем, это просто на карте у нас двое изображены. Хотя жезлы – это дела, работа, бизнес и деньги. Поэтому в любой сфере жизни, даже если приходят какие-то неожиданности, я вижу больше с позиции сюрпризы. Сюрпризы имеется в виду какое-то положительное влияние именно на вас самих, на вашу судьбу. Тут чего-то нужно не упустить. И это то, что вам придаст на долгий период времени вот этой уверенности или финансовой стабильности у кого-то и так. Что же вам идет в руки? Вот это да, императрица. Мои дорогие девочки, кто-то может узнать, я жду ребенка. Перекладывайте на себя сообразно возрасту и вашим намерениям, целям.
По этой карте реализация какого-то проекта, может быть, это для всех. Императрица, она как раз плодовита на свои идеи, которые потом она может воплотить в жизнь. И если я сказала, какая-то финансовая тема может решиться, да, императрицы про деньги тоже. Это в целом благополучие, всеобъемлющее. Мои дорогие мужчины, здесь может стоять вопрос тоже личной жизни по части того человека, который очень важен для вас. И все же это статусная карта. И значит, как и девочки, так и мужчины, смена статуса. И поскольку старший аркан, смена статуса может быть в любой сфере. У кого-то коснется ваших амбиций, последующих осуществлений планов, каких-то идей, творческого вдохновения, когда вы тоже можете переложить вашу идею в реальную плоскость. Ну, кто чем занимается, кто картины пишет, кто книги пишет. Может быть, кто-то, свое ремесло, хобби развивает или просто интерес по части смены сферы деятельности. Вот тут тоже такое может быть. Почему? Что идет вам в руки? Символ нового «я» и нового статуса. Сильная позиция, правда? Реализовать какой-то проект. Но помните, императрица, она реалистка. Это вот как раз как начальная карта. А вот за эти 10 дней словно быстро какое-то дело для себя не просто решить, а и придать еще фундамент решению какого-то вопроса или вашим намерениям и целям. Тройка жезлов, карта, опять же, будущего. Дела, работа, бизнес. Безусловно, реализация, расширение горизонтов, расширение вашего кругозора. Кто-то задумается о том, что нужно пойти учиться дополнительные знания. Я не имею в виду идти заново в высшее учебное заведение, хотя для кого-то сама по себе уже учеба будет проигрываться. Даже те, кто учится, вас, допустим, вы учитесь одной профессии, или вы уже имеете профессию какую-то, это для всех остальных. А здесь новое направление вас может заинтересовать. Или вам интересно работать из любой точки мира, вполне вероятно. И вы захотите добавить себе новую профессию к той, которую либо вы имеете, либо это вы сейчас на нее учитесь. И у вас здесь будут прекрасные возможности. Кто-то начнет учить языки, кто-то, может быть, иногда это говорит о том, что мы можем своеобразный экзамен жизни сдавать. Но, может быть, у кого-то как раз экзамены. Кто на права сдает, а кто буквально сессия, мои дорогие. Но это мы смотрим в будущее. Тут не прошлое, посмотрите, все карты нам прямо про будущее с первых карт. А вот по деньгам тут надо будет разбираться. Семерка чаш. Безусловно, это карта, когда у нас вдохновение, когда нам что-то нравится, тут могут быть подарки, и деньги-то, в принципе, есть, деньги будут, потому что в руки вам сама по себе карта императрица выпала. Но не замечтаться, ведь это карта иллюзий, розовых очков. И поэтому с деньгами будьте аккуратны, даже если сегодня деньги есть, и вроде четверка жезлов говорит, и завтра они ожидаемы. Но, вы знаете, будьте рачительным хозяином. Когда семерка чаш выпадает, может быть, и возможности у вас будут такие, мои дорогие рыбы и рыбки, в эти 10 дней, когда можно купить больше, чем всегда. И вам захочется себя побаловать. Побаловать нужно себя обязательно. Купить какой-нибудь пустячок, чтобы это был для вас как талисман исполнения ваших желаний. Но такие вещи не бывают очень дорогими. Ну, конечно, у каждого свои аппетиты, я понимаю, но тем не менее, побаловать себя определенно стоит. Но какая-то база все же финансовая у вас должна быть сохранена. Поэтому будьте аккуратны с тратами. Ух ты! Ну, с ума сойти. Посмотрите, какие карты вам выпадают. Король жезлов – это карта харизматичного лидера. Может быть, это вы где-то по части собственной реализации вот этим и лидером и являетесь, может быть, даже в коллективе. Или в вашей семейной жизни, когда именно ваше какое-то видение, стратегия, тактика, она принята за план всей семьи. Все же мы на личную жизнь смотрим. А для кого-то это много дел, работы. И все же жезлы, опять же, это у нас дела, работа, бизнес и деньги. Может быть, концепция какая-то денег, которую вам нужно просчитать. И вы надеетесь где-то сами на себя. Король жезлов чаще бывает тот, который, знаете, дает советы все же.
Он сам сидит, вот посмотрите, никуда не торопится. Отчасти карта вам говорит. Ты пока с места в карьер не срывайся. Вот руководить ты можешь. И неважно, девочки меня смотрят или мужчины. Где-то и вам дает совет. Но вы можете столкнуться с таким человеком. Идеи у него тоже есть. Но действия от него вряд ли вы дождетесь. Вот этот есть такой нюанс. Я больше вижу, что карты раскрывают какую-то вашу, мои дорогие, позицию. Потому что в этой колоде карт, посмотрите, тут есть такие карты, которых нет в других колодах. К примеру, карта «Искатель». Что это? Это даже больше, чем маг. Это смотрящий в вечность или умеющий видеть невидимое, умеющий видеть или заглянуть за грани Вселенной. Есть то, что как верховная какая-то или высшая тема, или, скажите, ваша миссия, которую вы должны осуществить. И искатель, он движется вперед, познавая тайны мира. Имейте в виду, может быть, это будет говорить о том, что есть какой-то ваш план, то, что вы очень хотели осуществить. И у вас отчасти сейчас что-то будет получаться в эти 10 дней, которое дает словно ключи вот к тому будущему, к тому качеству жизни, которое вы хотите именно осуществить. Если вы хотите переезд, и вы об этом никому не говорили даже, каким-то образом будут складываться события, поэтому мечту от себя не прогоняйте. Мысль материальна. Кстати, сказал Эйнштейн. А Эйнштейн был рожден под знаком зодиака Рыбы. Он знал, что он говорил. Мысль материальная. И это теперь доказано квантовой физикой. То, что мы имеем сегодня, это результат наших вчерашних мыслей. И карта нам будет говорить, что для вас в эти 10 дней будет очень важно как раз не отказаться от своей мечты. И даже если прежде вы уже, где-то так начали сомневаться, то значит в эти 10 дней постепенно, шаг за шагом так развиваются события, что какая-то мечта становится более возможна. Совет. 2 тройки. И это будущее. И это экзамен. И мы здесь что-то изучаем. Сдаем конкретно тройка пентаклей экзамен. И вы можете чувствовать переход между прошлым и будущим. И все остальные карты, мы вот с вами об этом только и говорили, наверное, весь расклад. И поэтому вам этот экзамен предстоит сдать обязательно. Потому что, у кого-то буквально экзамен, но это переход на новые возможности, понимаете? Значит, пусть даже банальный какой-то зачет, он для вас будет открывать новые перспективы. Может быть, какое-то дело для вас сделать важно будет или нужно сделать как-то очень хорошо. Вас могут заметить в этот период и что-то и предлагать тоже. Какие-то возможности сами по себе могут как приходить, или вы их увидите, изучая что-то, добавляя себе новых знаний. Но вот этот промежуток между прошлым и будущим, он для вас будет очень важен в этот период. И, наверное, если мы говорим, мои дорогие рыбы и рыбки, о периоде декабря, как раз ваша планета-управитель Нептун, она с 7 на 8 в этот промежуток из ретро-движения, из обратного движения переходит в прямое движение. И она остается в вашем знаке зодиака. В 2025 году Нептун переселится в знак зодиака Овен. И там будет это больше активности, больше решимости. Но даже уже вот в этот период декабря, и пусть мы с вами рассматриваем с 11 по 20, да, период, а из ретро в прямое движение ваша планета-управитель Нептун уже перешел с 7 на 8. Но это такой важный транзит, который оказывает влияние на все человечество, не только на вас. А вы это можете ощущать наиболее остро и в последующие 2-3 недели. Так вот, этот переход Нептуна как раз и будет говорить, что мы на что-то решаемся. У нас и решений больше, и решимости тоже. Дорога к новому качеству жизни, мои дорогие. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.